Когда я начинала помогать людям, я знала, что чем больше будут узнавать обо мне, тем больше людей будут приходить ко мне за помощью, и я всем помочь не смогу. И тогда я поняла, что мне нужно открыто дарить возможность людям помочь себе моими ритуалами. В моих ритуалах точно такая же сила заложена, с той лишь разницей, что мои ритуалы вы сами проводите по моим рекомендациям. А я, когда с человеком работаю лично, конечно, эффект намного сильнее. Однако есть одно «но». Иногда человек не может себе позволить прийти к профессионалу и снять то, что у него есть, потому что нет возможности. Не все работы можно делать просто так, за даром или сколько получится откупиться. Не все. Есть работы, за которые четкая цена обозначается, и это нужно для того, чтобы этот откуп не взяли у ведьмы здоровьем, благополучием, даже жизнью. Второй момент. Есть трудности, которые уже давно в жизни человека, они уже практически потеряли свою силу, остался вот последний такой рывок, и они уйдут навсегда. И такими работами возможно убрать, скажем так, ослабевшую уже порчу или неудачу. Такое существует. Иногда некоторые порчи со временем усиливаются, а некоторые ослабевают. По-разному это случается. Поэтому, если вам очистка помогла, и после этого вам стало легче, ничего не вернулось назад, значит, эта порча была уже ослабевшая, старая, и она уже практически ушла. То есть уходила. И вы окончательно ее добили и убрали из своей жизни. Иногда такие работы могут отодвинуть, отсрочить, заморозить на время беду до того момента, пока у человека появится возможность прийти и получить профессиональную помощь. Одним словом, эти ритуалы созданы так, чтобы ими мог воспользоваться обычный человек. Там есть ключи, которые срабатывают, невзирая на то, насколько человек энергетически силен или нет. Тем они и отличаются от ритуалов для практиков. Здесь личная сила не нужна. Здесь нужно просто все правильно делать. Все уже заложено и сделано за вас. Это как, знаете, может, сравнение неправильно, но более понятно. Это как для похудения. Либо вы сами будете готовить, варить и там на пару готовить столько-то граммов, либо есть уже готовые какие-то там пакетики, в которых та самая еда, которая предназначается для похудения. И вот вы берете уже готовое это все по инструкции. Просто нужно принимать эту пищу тогда, когда сказано, и за вас. То есть это все уже сделано и в граммах взвешено, и сварено. И только нужно этим пользоваться. Вот примерно то же самое. Почти что. Похожие сравнения. Более понятные. Итак, дарила я вам огромное количество чисток, как убрать денежный застой, как призвать деньги. Но иногда бывает, что, знаете как, не получается у человека открыть себе дорогу к карьере, не получается, или на время это все открывается, потом снова. Хочу вам подарить очень сильную работу. Она сильная и сразу меняется. Очень много меняется. И вы сами удивитесь этим переменам. Но нужно делать все правильно. Делать нужно со среды на четверг 00:00:03. Вот это время. Точнее, с 12 ночи, грубо говоря, по-народному, до 3 ночи. Вот этот период. Со среды на четверг.
Значит, вам потребуется 4 черные восковые свечи. Далее. Сейчас я... Значит, либо черная материя, если вы боитесь, что можете там испачкать пол. Либо возьмите такие чашечки, или бывают такие алюминиевые приспособления, или как блюдца продаются даже в этих эзотерических магазинах для больших свечей. Но там нужно ставить маленькие свечи, чтобы не испачкать пол. Располагайте свечи на 4 стороны света. Вам нужно найти вороньи перья. Вороньи или ворона. В принципе, без разницы, они птицы одного семейства. Здесь, хотя фигурируют вороны. Эти перья, когда найдете, долго не держите. Найдите и вот в течение 3 дней проведите. 4 вороньих пера. Возьмите ветку. Не сухую ветку, а ветку с дерева. Маленькую веточку разломите и разделите на 4 части. Значит, 4 свечи, ну вот как бы крестообразно, как перекресток. Но располагайте так, чтобы вам можно было стать потом посередине, читая. Ставите 4 свечи, 4 вороньих пера, точно так же чуть подальше от свечей. Тоже как перекресток на все 4 стороны света. И сверху этих перьев кладете кусочки вот, веток. Читайте 4 раза, поворачиваясь на все 4 стороны света по одному разу. Неважно, на запад повернулись, на юг, это не столь важно. Главное, 4 раза повернулись. По часовой стрелке или против, это не имеет особого значения. Начитали 4 раза. После чего нужно пальцами, значит, потушить свечи. Не гасителем, пальцами. Это все собираете в пакет. И днем уже этого же дня, ну, можно ближе к вечеру, днем, ну, в течение дня, находите перекресток. Заранее найдите такой перекресток, где вам не помешают. Можно лесной перекресток, но это должен быть перекресток. Именно вот 4 дороги. Потому что перекрестки бывают разные. Идете, раскладываете вороньи перья по 4 сторонам. Сверху кладете эти кусочки разломленной ветки. Посреди свечи. Ну, прям положите. Не зажигать, нужно положить просто. И, значит, возле каждого пера по пятаку. Разложили, говорите слова, которые я вам скажу в конце, чтобы сейчас вы не запутались. И уходите. И после этого у вас начинаются новые возможности, звонки, предложения. Может быть, если у вас не получалось получить какую-то должность, вам предлагают. Это я вас уверяю. Даже сомнений нет. Даже у тех людей, у которых все закрыто и очень тяжело пробиться, этот ритуал все откроет. Просто надо делать правильно. Вороньи перья. Ну, где вы можете? На кладбище можете их собрать. Там воронов полно. Как ни странно, вороны, видимо, чувствуют. Невидимо, а чувствуют. Они же страшники темного, то есть мира мертвых. Или можете заказать. Если вам привезут больше, в любом случае те оставшиеся перья не держите дома, нехорошо. Ну, больше привезут, день положите, унесите куда-нибудь. Пусть у вас дома не будет, потому что перья птиц людям, скажем так, не творческим, людям, не связанным с магией именно профессиональной, да, лучше не держать, потому что птичьи перья, они уносят деньги в разные стороны. И вот не собираются, когда дома птичьи перья. Любители птичьих перьев, они жалуются часто на то, что вот деньги не собираются. Так что не держите просто так перья в доме. Но если есть определенные работы, с которыми можно выполнить, они заговоренные, это другой вопрос. Итак, все расположили, разложили, как я вам объясняю.
Встали посредине и прочитали один раз, повернулись на другую сторону. Прочитали один раз, повернулись. То есть поворачивайтесь на 4 стороны света и читайте по одному разу. Все остальное уже вам объяснил. А что там на перекрестке нужно говорить, когда вы все это оставите? В конце вам скажу, естественно. Начнем. Ой. 4 черных вестника прилетели, 4 каркуна на мое дерево сели. Из севера, из юга, из запада и востока. Стали каркать да причитать, стали беду на мою голову звать, кликать да плакать. Выйду я с дверей, пойду я простоволосая да босоногая, стану я кричать до вестников беды, со двора прочь гнать. Выгоняю вас, выдворяю вас 4 беды, каркающие кликуши. Убирайтесь прочь, улетите, свои беды с собой заберите. Ой, неправильно, мои беды с собой заберите. Горе и мои тут тоже захватите. Ворон из севера, на север улети. Мою безденежье с собой забери, кыш да кыш. Ворон из юга, прочь улети. Черные дела моих врагов с собой унеси. Кыш да кыш. Ворон с запада, прочь лети. Мои неудачи с собой унеси. Кыш да кыш. Ворон с востока, прочь улети. Мои душевные муки с собой унеси. Кыш да кыш. 4 ворона, 4 вестника, 4 крыльями. Ой, что такое? Извиняюсь. Фух. И слова сильные, что-то у меня горло опять из-за этого кофе. 4 ворона, 4 вестника, черными крыльями. Мои беды с меня взмахнули да улетели. За черные горы, за безлюдные просторы, за мертвые дали, где люди не ходят, где кони не бродят, птицы не летают. Унесли вороны мои беды и страхи, улетели, да дорогу обратную забыли. Зубы, губы, ключ, язык, заклинаю. Этот ритуал еще очень хорошо подойдет, у кого депрессия, у кого был неудачный брак и развод, у кого там у ребенка травма была, что-то связанное со школой, с университетом или с любовными переживаниями. Вот и очень хорошо уносит это все, убирает из жизни и дает новые возможности для новых знакомств, новых работ и так далее. То есть вы сами поймете, что там будет. Дальше. Еще раз. 4 черных вестника прилетели. 4 каркуна на мое дерево сели. Из севера, из юга, на запад, из запада, из востока стали каркать да причитать. Стали беду на мою голову звать, кликать да плакать. Выйду я с дверей, пойду я простоволосая да босоногая. Стану я кричать до вестников беды, со двора прочь гнать. Выгоняю вас, выдворяю вас 4 черные беды, каркающие кликуши. Убирайтесь прочь, улетите. Мои беды с собой заберите. Горе и маяту тоже захватите. Ворон из севера, на север улети. Мое безденежье с собой забери. Кыш да кыш. Ворон из юга, прочь улети. Черные дела моих врагов с собой забери. Кыш да кыш. Ворон с запада, прочь улети. Мои неудачи с собой унеси. Кыш да кыш. Ворон с востока, прочь улети. Мои душевные муки с собой забери. Кыш да кыш. 4 ворона, 4 вестника. Черными крыльями мои беды с меня взмахнули, да улетели. За черные горы, за безлюдные просторы, за мертвые дали, где люди не ходят, где кони не бродят, птицы не летают. Унесли вороны мои беды и страхи. Улетели, да дорогу обратную забыли. Зубы, губы, ключ, язык. Заклинаю. Это мой домовой ходит, ничего. 4 черных вестника прилетели. 4 каркуна на мое дерево сели. Из севера, из юга, из запада и востока. Стали каркать да причитать, стали беду на мою голову звать, кликать да плакать. Выйду я из дверей, пойду я простоволосая да босоногая. Стану я кричать до вестников беды, со двора прочь гнать. Выгоняю вас, выдворяю вас, черные беды, каркающие кликуши. Убирайтесь прочь, улетите, мои беды с собой заберите. Горе и маяту тоже захватите. Ворон из севера, на север улети, мое безденежье с собой забери, кыш да кыш. Ворон из юга, прочь улети, черные дела моих врагов с собой унеси, кыш да кыш. Ворон с запада, прочь лети, мои неудачи с собой унеси, кыш да кыш. Ворон с востока, прочь улети, мои душевные муки прочь унеси, с собой унеси, кыш да кыш. 4 ворона, 4 вестника, черными крыльями мои беды с меня взмахнули, да улетели.
за черные горы, за безлюдные просторы, за мертвые дали, где люди не ходят, где кони не бродят, птицы не летают. Унесли вороны мои беды и страхи, улетели, да дорогу обратную забыли. Зубы, губы, ключ, язык, заклинаю. 4 черных вестника прилетели. 4 каркуна на мое дерево сели. Из севера, из юга, из запада, из востока. Стали каркать да причитать, стали беду на мою голову звать. Кликать да плакать. Выйду я с дверей, пойду я простоволосая да босоногая. Стану я кричать до вестников беды со двора прочь гнать. Выгоняю вас, выдворяю вас, черные беды, каркающие кликуши. Убирайтесь прочь, улетите, мои беды с собой заберите. Горе и мои тут тоже захватите. Ворон из севера на север улети, мое безденежье с собой забери. Кыш да кыш. Ворон из юга прочь улети, черные дела моих врагов с собой унеси. Кыш да кыш. Ворон с запада прочь лети, мои неудачи с собой унеси. Кыш да кыш. Ворон с востока прочь улети, мои душевные муки с собой унеси. Кыш да кыш. 4 ворона, 4 вестника черными крыльями мои беды с меня взмахнули, да улетели за черные горы, за безлюдные просторы, за мертвые дали, где люди не ходят, где кони не бродят, птицы не летают. Унесли вороны мои беды и страхи, улетели, да дорогу обратную забыли. Зубы, губы, ключ, язык, заклинаю. И вот когда все это сделаете и днем унесете на перекрестке, оставите вместе с монетами, говорите: вороны черные на все 4 стороны улетели. Беды мои унесли с собой. И отныне мои дороги открылись. Истинно. 1 раз говорите, ну так, в полголоса. И уходите без оглядки. И вы сами потом увидите, что у вас в жизни будет происходить. В принципе, все работы, которые я вам дарю, они сильные. И каждый по-своему помогает и открывает, меняет вашу жизнь. Самое главное, все делайте как надо. Проведите правильно. Всем удачи и новых свершений.